Всем привет! Это небольшой дисклеймер к этому видео. Так как влог получился слишком большим, мне пришлось его разделить на две части. And also, if you don't speak Russian, but you still want to watch it, you can turn on English subtitles. And yeah, enjoy! Всем привет! Добро пожаловать в новое видео. Это сейчас получилось очень спонтанно, потому что я просто вышел с ребятками погулять. Я просто сказал о том, что я хочу на следующей неделе снять влог, но, видимо, начало будет вот сейчас. В общем, да, вот они тут стоят. Мы вышли погулять. Здесь такая красивая осень у нас. Сейчас покажу вам все. И мы сейчас идем просто гулять по Дилижану. Мне бы хотелось рассказать про то, каково это быть второгодкой, участь в UWC, и что изменилось за этот год, потому что изменилось очень много. Кампус наш не изменился, конечно же, все так же, но осень здесь очень красивая. Вот так вот у нас красиво. Вот они идут. Мы гуляем, потому что у нас Project Week. И у нас сейчас типа неделя, когда можно уже ничего не делать, когда мы сделали все свои проекты, и можно гулять просто, вот. Это, в общем, дорога с кампуса в магазин и немного в город. Но здесь вот такой, понимаете, жесткий советский вайб. Здесь открылось новое место. Вот так выглядит. Здесь раньше было другое место, но вот его чуть-чуть переделали, и теперь здесь вот такая уютная кафешка. Сейчас уже следующий день, и просто хвастаюсь своим видом с балкона. Этот балкон присоединен только к нашей комнате, у него там небольшой беспорядок, я попозже покажу свою комнату. И сегодня, на удивление, тоже замечательнейшая погода. Просто прекрасная, очень тепло. Я вот на солнце выхожу, буквально жарко. И небо тоже очень красивое, и солнце. Лучшая погода за последние несколько недель, наверное. Да, я сейчас вышел немножко показать кампус еще раз. В общем, там у нас кафетерий. За кафетерием находится еще одно здание. И вот здесь находится здание Mountainside, в котором живу я. Вот буквально вот мой балкон. Обычно я хожу через вот этот путь, но также можно зайти через дверь. Этот путь просто немножко быстрее, потому что не нужно подниматься на целый этаж. Тут типа просто сразу такой подъем, и там сразу же будет дверь в мой коридор. Сейчас я вам покажу мой коридор. Собственно, вот наш коридор. Коридор называется Махиндра, в честь Махиндра колледжа. И вот там живу я. Здесь у нас, как вы видите, всякое белье развешено. Вот она моя комната. Здесь у меня стоят всякие штуки. Здесь мой шкаф. И вот она моя часть комнаты. Здесь у меня, как вы видите, ничего в принципе не изменилось. Всякие приколы висят. А потом тоже у меня всякая фигня, всякие мелочи. Тут как бы рабочий стол. Я за ним работаю. Вау. Ну и, собственно, выход на мой балкон. Вот там люди идут с обеда. Я сейчас хочу подняться куда-то вон туда, показать вам вид оттуда. Немножечко поподробнее расскажу про кампус, потому что я не особо сильно рассказывал про кампус, про резиденции. И, собственно, да, вот это вот все здание, моя часть, вот эта часть, это все называется Mountainside, потому что эта часть ближе к горе. За кафетерием есть еще одна часть, которая называется Riverside, потому что она ближе к реке, вон там вот у нас река Акстов есть. Вот если выходить из моего коридора вот так, у нас здесь есть еще вот такое вот как бы внутреннее пространство между... Ну, короче, просто вот тут пространство, и из вот этого можно попасть на первый этаж Mountainside, потом подняться на второй, а если вот так пройти, то сразу можно на второй попасть. Ну, короче, как вы видите, у нас здесь очень такой интересный ландшафтный дизайн, потому что здесь очень много лесен, очень много спусков, очень много всего вот этого. Вот он тоже спуск, как бы в то место, которое я вам показывал. Как бы поначалу это может казаться очень все запутанно, сложно, непонятно, но все первогодки уже вроде бы как привыкли к этому. Да, на видео это тоже может выглядеть очень-очень запутанно. У нас, значит, есть вон там Riverside, вон там Mountainside, вот там наш кафетерий. Вот тут всякие теннисные, баскетбольные, всякие вот эти вот штуки. Футбольное поле, конечно, огромное. Спортивный центр.
Вот это вот все, вот там бассейн, вот тут баскетбольная большая штука, там джим на 2-м этаже, вот там. И, собственно, вот там вон за деревьями у нас Academic Building, но я про него, в принципе, много рассказывал в прошлом влоге. Ребят, вот чисто поднялся в библиотеку. Посмотрите, кто здесь сидит. Я никогда не видел сов так близко. Я не знал, во-первых, что там может быть отверстие. Потому что это типа Academic Building, и тут, по-моему, класс какой-то. А, да, вот это, короче, вей-студия. И вот это окна Даркрума. И вот сидит камера. А я думал, сова. Так, в общем, я сейчас нашел такое красивое место. Это у нас библиотека. Я хотел рассказать, каково это, что это такое быть DP2 в UWC. И, конечно, мой экспириенс только основан на дилижанском. Если вы вдруг учитесь или планируете, или не знаете, в какой UWC вы попадете, вы можете оценивать это только как одну из точек зрения, потому что для всех, во-первых, UWC экспириенс абсолютно разный. Во-вторых, во всех странах он очень сильно отличается, скорее всего. Я хотел снять еще влог, нет, даже я снял влог во 2-м семестре. И, короче, я не помню, что там случилось, но, в общем, влога этого нет. На самом деле, все семестры очень сильно отличаются, потому что, даже несмотря на то, что их всего 4, это кажется, типа, 4 и 4, типа, 4 семестра всего лишь. В плане здесь просто стоит учитывать то, что это все очень-очень насыщенно и очень интенсивно. Все происходит каждый день, ощущается буквально как неделя. Огромное количество событий может произойти за день. UWC научил меня сейчас очень-очень многому. Я думаю, можно провести аналогию и назвать UWC такой маленькой жизнью, но в самом прямом смысле, потому что сначала ты вот просто появляешься в этот свет и ничего не понимаешь, ничего не знаешь, спотыкаешься, постоянно всему учишься. Во 2-м семестре это такой тинейджерский, наверное, период, я бы это сравнил с этим, потому что у тебя не так, в принципе, много работы, но при этом ты очень хочешь тусоваться и все такое. Сейчас это какая-то... Когда приехали особенно первогодки, это стало ощущаться намного сильнее. Ты себя чувствуешь каким-то таким знающим, мудрым человеком, который может подсказать, где же находится кабинет английского, например, или как пройти на чек-ин или что-то такое. Это очень странно, и стараются сейчас этого избегать, но это невозможно избегать. То есть невозможно избегать вот этого вот расстояния, что ли, с первогодками. Даже несмотря на то, что многие из них могут быть старше или примерно такого же возраста, как ты, но это все равно ощущается по-другому, потому что ты здесь уже был год, а тут приезжают совершенно незнакомые люди, и ты такой, типа, чё? Конечно, сейчас мы с первогодками уже со всеми очень подружились, я бы сказал. Все еще до сих пор скучают по второгодкам, этого тоже не избежать. Вот, это просто цикл жизни такой. Да, уже прошла середина 3-го семестра, того самого легендарного, сложного, просто убивающего 3-го семестра. Мне кажется, прошла уже довольно самая сложная часть, потому что к октябрю нам должны были выставить новые predicted grades, по которым мы бы поступали в универы. Вот, я тоже поступаю в университет именно сейчас, на Early Decision это называется. Если вам вдруг интересно про то, чем я собираюсь заниматься после UWC, как поступать в университеты, что делать, как все это делать, обязательно пишите в комментариях. Я думаю, что, имея такой опыт, я могу чем-то поделиться. Я не помню, говорил я про это или нет, но я поступаю в Америку, потому что это практически единственная опция у меня, потому что в Америке дают больше всего сколоршипов, точнее грантов, стипендий, называйте как хотите, но там дают их больше всего, особенно после IB, учитывая то, что очень многие университеты Америки являются партнерами UWC и готовы дать дополнительные даже стипендии. Поэтому да, конечно, есть еще очень-очень много разных вариантов, таких как Европа, Австралия, Канада, но опять-таки там вся главная проблема в деньгах и в том, что обучение там стоит космических денег. Просто очень странно уже осознавать и видеть, что наши второгодки уже в университетах в Америке, и типа они буквально были здесь недавно. На самом деле UWC это такое место, в моем первом влоге, наверное, оно могло показаться идеальным или чем-то таким. На самом деле здесь есть как огромное количество плюсов, так и огромное количество минусов. Если вам также будет про это интересно узнать, я после выпуска, скорее всего, сниму это видео. Как и в любом другом месте на Земле, это место тоже не идеальное, здесь есть очень много минусов. Их я для себя открыл
вот буквально после как раз-таки влога, который я снял, потому что в моем первом влоге я просто такой, знаете, с глазами олененка, все так идеально казалось, все так красиво, все так хорошо, но на самом деле, к сожалению, все не так уж и хорошо. Безусловно, я безумно благодарен тому, что я в этом месте, безумно благодарен этому месту и просто невероятно ценю каждый момент здесь. И очень грустно будет уезжать отсюда, не спорю, но уже очень хочется на самом деле, потому что, мне кажется, 2 года это прям достаточный срок, особенно здесь, когда все вот так вот, как я уже сказал, интенсивно происходит. Очень многие мои одногодки уже говорят, как не терпится выпуститься, уехать наконец-то, и я также разделяю это мнение, вот, но все еще, как бы, я думаю, мы все очень привязались к этому месту, будет очень сложно уезжать отсюда. Так, друзья, всем привет. Сейчас почти 8:30. Проснулся я минут 5 назад. Все, ну что у меня хватило сил, это собраться. И как бы все. Не первый семестр уже, и сил на то, чтобы особо там собираться на завтрак, ходить постоянно и все такое нет. Просто, я думаю, надо учитывать еще то, что я сейчас не в самом лучшем моральном состоянии нахожусь, поэтому у меня нет сил практически ни на что. Если мне возникнет желание когда-нибудь рассказать, почему и что происходит сейчас со мной, что со мной происходило, то я обязательно расскажу, но это точно не будет сейчас и не в этом видео, извините. Да, у меня сейчас уроки, я сейчас иду на английский, потом у меня Visual Arts, потом у меня TOK. Я не рассказывал еще про TOK в прошлом видео, потому что у меня еще не было TOK. Вот, я хочу рассказать про то, что такое TOK потом. Вот у меня сегодня всего лишь 3 урока, потому что четверг. Четверг — это короткий день, посвященный кассам. Может быть, я сниму что-то со своих кассов, точнее с одного, потому что, скорее всего, на плавание я не пойду, потому что я болею. Я, кстати, понедельник, вторник и среду был в центре. Вот в среду вчера под вечер только вышел. Вот как бы такое утро. Ничего не хочется. Вот я уже бегу к себе в класс. У меня класс вон там где-то. Logo Coca-Cola on the hand excavator that is Pro 6 BC old, which he bought with a lot machine were just technology. Okay. They were just things people make to that you can always Imagine things. Why are you getting mad at it? It's harmless. Like No, but then imagine an artist like, I don't know, Michelangelo, Da Vinci or... Though they have very hard deadlines, but others are quite flexible. So please stick to the deadline. It's for you to submit it by November 1st, and it must be there. Вот наша библиотека, это верхушка библиотеки. Вот, там как бы, ну, библиотека. Вот здесь у нас обычно происходят всякие information sessions. Анка, скажи привет, Анка. Я снимаю влог. Это моя любимая армянка. Это армянин Арсен. Денег нету, закончились дырки в карманах. Это про университеты. Да, это просто. Hello, подписчики Лёши. Муа. Что ты грустная такая? Что случилось? Потому что все эти университеты меня Ой, не говори, университет это вообще, блин. Так, ребята, я ходил, и вы не поверите, кого я встретил. Это Настя, но я не Настю встретил. I'm back! Welcome to our school. Term 3, how does it feel? Very stressful, a lot of work, I want to go home, but For you. universities are cool, we're thriving. It's a good day today. Not for me. Я во влоге? Мы во влоге, Орлан. У меня кекс классный. У меня тоже кекс. Я не знаю, что вам эти наговорили, но это Злата. Нет, моя ты представляешь, первогодка. я же смотрела видео теперь. Здравствуйте, Карине. Здравствуйте. Все в порядке. У вас как дела? Мы во влоге Лёши.
Это мои первогодки. И кексы очень вкусные. Кексы вкусные очень. Это снеки. Это называется такой снэк. Пошашило. Так, друзья, не хватает Русские снеков. ферстис. Не хватает снеков. Вот EWC, sustainability и как бы распределение ресурсов. Я в шутку. Привет. У меня сейчас Visual Arts, поэтому я пришел в студию. Там мой корнер. В конце первого года нам всем выдали корнеры. И вот мы работаем. Здесь сидит Настя. Здесь я. Вот тут всякие мои штуки. Здесь картина, там еще рисунок. Такой вот у нас вид здесь. Я очень рад, что я получил это место. Это место моей второгодки, кстати, было. Такие дела. Сейчас возьмут attendance и будем работать. Это Алекс, Pocket Armenian. One of many. Меня зовут Алекс, я Pocket Armenian. Да. Расскажи свои чувства по поводу третьего терма. Можно на английском. Third term is hard, it's challenging, but it's also rewarding at the end, and it taught you a lot. So How do you know if it's rewarding? I can see the change inside of me. I'm better than last year. Лучше бы деньги дали. Лучше бы деньги дал, да. Да, that's for sure. Subscribe, Like, smash this like smash the button. like button, and Write your fancy comments below. yes, and also hit the little bell. So like whenever Alex uploads a new video, И раз в год. yeah, I always do that. Look, I have the bell. Вот, сделайте subscribe and hit the bell. I wasn't hit the bell. Спасибо за такую I инструкцию. wasn't subscribed yet. I watched your Shame, vlogs. I guess. Как тебе VA в этом терме? VA интересный, но у нас куча ассессментов, когда любовью и негой больны. Безмолвно перед тобой, коленопреклоненный, я на тебя глядел и думал. Ты моя, ты знаешь, милая, желанье славы. Я снимаю влог, Катя. Хочешь быть в моем Ты влоге? знаешь, ударом от ветреного света, уставать суетным прозванием поэта, я вовсе не внимал чужаеданному упреку и похвалу. Могли меня молвы тревожить приговоры, He's reading Пушкин. когда встали ко мне томительные взоры и руку на главу мне тихо наложил. Шептал. Скажи, ты любишь? Ты счастлив? Другую, как мне, скажи, любить не будешь? Ты никогда, мой друг, мне не позабудешь? А я стесненно молчание хранил. Я наслаждением бесполым был, я мнил, что нет грядущего. У нас Visual Arts. Это наш урок по VA. Александр Халатян вам только что читал Пушкина. Александр Сергеевич Халатян. Да, он. Это процесс, это еще не все. Анка делает тут такой прикол жесткий, еще видео снимает. Анка, расскажи нам, что ты сделала? Я пытаюсь построить глаз. Там где-то лежит макет своего глаза. А тут будет лампа. И когда я это нормально все покрашу, все эти бумажки не будут видны. Это будет кладка. Круто. Круто. А мне сейчас дали фидбэк на мой ИИ. Ну, короче, да, надо работать. Так, я в столовой. Быстренько покажу, что у нас здесь происходит. Быстро сейчас ушли с урока TLK. Вот, я попозже расскажу, что такое TLK. Вот, у нас обед. Вот так выглядит обед. Вот так выглядит обед. Вот такой вот у нас обед. Подожди, я не готова. Не готова? Готова? А ты что искал? Как тебе ощущается третий терм? Здравствуйте, в эфире «Ланч с Алексом». У нас сегодня гости в гостях. Мацигора Мария. Арсеноид. И колотягище. Здравствуйте. Анка наркоманка. Машок. Лесбиянка по ночам. Так, ладно. Я просто покажу. Можно я просто покажу свой dinner? Girl dinner. Просто вот так, ребята. Скучный? Ничего себе, лянь, тут шоу устроили. Скучный. Если я бы не был в своем ченнеле,
у тебя было бы 0 views. True. Это true. Так, давай, не надо. Так, короче, мой обед. Можно не материться, пожалуйста, я бабушке буду это показывать. Здравствуйте. Все передали привет моей бабушке. А, значит, сегодня я взял салат «Цезарь». Макароны какие-то. Это из чего? Макароны из гречки? Так, обзор. А я взяла... Ты ж бежик. Ты ж бежик. Это блюдо так называется? Да, вот это. Это печень. Сердце. Картофель фри. Салат витамин 3. Окей. Бон аппетит. Какое у тебя любимое блюдо? Напишите в комментариях. Да, напишите. И поставьте лайк, и нажмите на колокольчик. Все, всем пока. Мы пообедали. Вот. Я сейчас иду к себе в комнату. Отдохну перед кассом. Напомню, что такое кассы. Касс — это что-то типа кружка, но это обязательно, потому что нужно писать рефлекшены обязательно по поводу касс-экспириенсов. Вот. И у меня будет урок с детьми. Я веду уроки искусств с детьми. Мы там с ними рисуем, я там со своим напарником рассказываю всякие техники, рисования, всякие основы искусств и все такое. Как бы у меня дети возрастом примерно 10-14 лет, потому что на базе нашего колледжа работает школа для детей-сотрудников, а также для других детей местных, в принципе. Вот. Но при этом это очень приватная, я бы так сказал, школа. Ну, в общем-таки, эта неделя довольно тяжелая, не в физическом плане, потому что я буквально только вчера из медцентра вышел, а в психологическом. Если вам вдруг будет интересно, я сниму видео про это, про то, что же здесь такое постоянно происходит, почему мы все очень стрессуем. Я засубмитил свои заявки в университеты. Я подался в 2 университета. Если я попаду в них, я обязательно расскажу все, что вам будет интересно. Результаты будут где-то в начале декабря. Но в целом, даже если я не поступлю, все равно пишите свои вопросы. В плане, конечно, IB и UWC дает огромнейшую базу и большое преимущество перед любыми другими учреждениями и любыми другими бэкграундами. Но все-таки я думаю, если захотеть, то можно попытаться сделать и подать заявки куда угодно. По поводу того, как поступить в UWC, я не знаю, если есть смысл меня об этом спрашивать. Я думаю, вы можете спрашивать, конечно, если вам интересно, на что смогу, я отвечу, но учитывайте, пожалуйста, то, что каждый год отбор абсолютно разный. Ну, не абсолютно полностью прям, но, типа, очень многие вопросы отличаются довольно часто, поэтому учитывайте, пожалуйста, тоже это. И если вам нужно будет, я могу поговорить со своими первогодками, чтобы они вам дали какую-то более новую, релевантную информацию по поводу того, как поступать сюда. Вот, это только если вам будет интересно, конечно, тоже. Вот так. Встретимся с вами, наверное, на кассе уже. Так, короче говоря, я проснулся после небольшого такого нэпа. Стало ли мне лучше? На самом деле нет, у меня только больше стала болеть голова. Вот, но я сейчас пойду, сделаю себе чаю, перед тем, как начать готовиться к уроку. На самом деле, каждый четверг я чувствую, что все-таки педколледж оставил свое во мне. Я могу уйти из педколледжа, но педколледж, видимо, не уйдет из меня. Привет всем, кто из педколледжа, кто помнит, кто смотрит. Да, сегодня хочу провести урок на тему цветов, рассказать детям теорию цвета, что такое, как с этим работать, как художники используют цвет и все такое. Вот, кстати, это тот самый Top of the Library, который я вам показывал. И здесь есть такой спот, такая кухня. Вот я здесь сделал себе кофе. Вот наша арт-студия, там Арсен идет. У нас есть вот такой небольшой кабинет, где сидит наш учитель. И еще один небольшой кабинет, в котором находятся материалы для PYCD Teachers. Это я. Сегодня подготовил для детей краски. Буду рассказывать им основы цветовой теории. И да, пойду готовить сейчас урок. Okay, so now we take our brushes. Does everybody have a brush? So, first primary color is red. Why does it smell like coffee here? It's my favorite type of coffee. It's not a coffee, it's a hot chocolate. What happens after we finish the primary colors? You will see.
Okay, let me know once you are done with yellow. Yes, I'm done. Угу. Я Ну, показываю кстати, реальную жизнь. Я показываю Ты реальную жизнь. знаешь, многие армяне, которые хотели подаваться в Россию в прошлом году, они написали мне и сказали, что они смотрят твои влоги. Мне несколько international firsties сказали, что мы видели твое видео. Да. Я У тебя же- твоим видео по жизни училась. На свежем видео у тебя волосы были розовыми. Да. Вот, они говорили, тот чувак с розовыми волосами. Да, это Леша. Это моя первогодка. Я смотрела видео Лёши в прошлом году и мечтала поступить, и я поступила. И Так сейчас что, лежит. Be like her, Сейчас- be like her. и, так что верьте в себя, поступайте в UWC, и все получится, смотрите видео Лёши. Да. И да, на этом все. Первая часть закончилась. Спасибо всем большое за просмотр. Как я сказал ранее, вторая часть будет буквально через пару дней. Там вас ждет очень много интересного. Приедет моя второгодка. Мы посмотрим европейский региональный вечер. Поэтому да, всем спасибо, всем пока-пока.